На старой автобусной остановке, окруженной пыльными дорогами и многолюдными улицами, сидела маленькая девочка по имени Катя. Слезы струились по ее щекам, и она испуганно смотрела на мимо проносящиеся машины. Ее хрупкое тело дрожало от холода и неопределенности, а сердце замирало в ожидании того, что кто-то вдруг остановится и заберет ее домой. Но люди, проходя мимо, не замечали ее. Они были поглощены своими мыслями и делами, не видя маленькой души, которая страдала от одиночества и боли. В их глазах она оставалась невидимой, недоступной. Внезапно, как будто случайно, к Кате подошел большой мокрый лабрадор. Его шерсть блестела на солнце, и он с добротой смотрел на девочку. Он присел рядом с ней, не лая и не двигаясь, словно прекрасно понимая, что ей больно и страшно. Девочка посмотрела на собаку, и в ее душе вспыхнула искорка надежды. Сложно сказать, кто из них нуждался в утешении больше – маленькая девочка или этот преданный пес. Но в этот момент они стали неразлучными компаньонами в одиночестве и горечи. Чем больше Катя размышляла о своих родителях и о том, как сбежала из приемной семьи, тем сильнее у нее начинало болеть сердце. Она помнила, как в той семье никто не слышал ее, не ждал и не заботился о ней, как будто она была лишней. Все напитки и еда в тот дом приносили лишь физическое насыщение, но душевного тепла там не было. Желание сбежать оттуда было настолько сильным, что девочка, готовая на все, отправилась к автобусной остановке в надежде, что автобус отвезет ее к бабушке. Но ее бабушка уже ушла в другой мир. Дом, где они когда-то жили, давно был продан, а людей, которых она всегда считала своими, больше не существовало. Мимо проносились машины, водители не замечали ее, их лица оставались безразличными. Наконец, сквозь ее слезы и печаль, она услышала вой ветра, и тут появился лабрадор. Теперь, когда он сидел рядом, Катя почувствовала тепло его присутствия. Собака казалась таким же потерянным, как и она. Это была не просто случайная встреча, а предзнаменование чего-то большего. Это был знак, что они оба не одни на этом свете, полном равнодушия. Лабрадор, сидящий рядом с Катей, чувствовал ее боль. Он не просто собака, он стал ее другом и защитником, готовым оградить девочку от возможного зла, которое окружало ее. В его умных глазах Катя прочитала поддержку и понимание. Он, возможно, тоже пережил утрату и одиночество, и теперь, обретя друг друга, они стали чем-то большим, чем просто случайные знакомые. Каждый день они с Рексом находили способы разогнать серое облако грусти над их головами. Они разгадывали загадки друг друга, познавали мир, который был так заброшен для Кати. Издалека доносился звук вымоленного двигателя полицейской машины. Когда она остановилась, из нее вышел офицер с добрыми глазами, который сразу же заметил девочку и собаку. Рекс, как настоящий защитник, встал между Катей и полицейским, и это действие не осталось незамеченным. Он понимал, что должен защищать ее не только от опасностей улицы, но и от возможных недобрых людей, которые могли бы захотеть забрать ее обратно. «Это Рекс!» — воскликнул офицер, узнав собаку, который когда-то служил вместе с его напарником. Рекс скрывался после трагической гибели своего хозяина, но вот, наконец, нашел новую важную замену — Катю. Глядя на них, Иван понял, что это не просто случайность, а настоящее совпадение судьбы. Офицер по имени Иван подошел ближе, усевшись на корточки и заглядывая в глаза девочки. Он сразу же почувствовал, что она очень нуждается в помощи. Его сердце разрывалось от жалости к этому беззащитному созданию. Слабый голос прошептал: «Ты не одна. Хочешь, я провожу тебя домой? Я могу помочь тебе. Давай ты проведешь ночь со мной. Как ты на это смотришь?» Катя, не веря своему счастью, кивнула. Рекс, мягко касаясь ее ноги, поддерживал ее решение. Они вместе пошли к полицейскому автомобилю, и, несмотря на страх, на душе у девочки тепло растопило страх и одиночество.
Иван привел Катю и Рекса в свою небольшую, но уютную квартиру. Обстановка была простой, но чистой. Светлые стены были украшены семейными фотографиями, но ни одной из них не хватало отчетливости и единства. Офицер начал готовить еду, а затем включил мультики. Тот самый фильм, о котором Катя мечтала. Первый раз за долгое время девочка почувствовала, как ее животик наполнился теплом, и, наконец, она хоть немного начала есть и потихоньку улыбаться. Каждый кусочек пищи приносил ей радость, о которой она могла только мечтать. Рекс находился рядом. Он не отходил от девочки, охраняя ее, словно обещая, что больше никто не причинит ей боль. Он стал не только другом, но и защитником, даже в самые бурные моменты. С каждым днем Катя ощущала, как ее повседневная жизнь наполняется смыслом, а ее страшные мысли постепенно утихали, уступая место тихой уверенности. Вскоре после первой ночевки к Ивану пришла социальная служба. Они требовали, чтобы Катя получила статус, а сама девочка, напротив, не желала покидать своего нового друга. Накануне ее видения о счастье начинают обретать реальные формы. Она хотела быть частью этой новой жизни, которая начинала напоминать нормальное существование. Иван, почувствовав, как сильно они обросли друг другом, решил подать документы, чтобы стать ее временным опекуном. Он понимал, что для Кати это будет целая жизнь, и она достойна счастья. Что самое главное, он хочет дать ей то тепло и заботу, которых ей не хватало. Каждое утро начиналось с приятных завтраков вместе. Полуобниманные. Они вместе сидели за столом, а Рекс, преданный, как всегда, поджидал у их ног. Он как будто оберегал их нужные мгновения от нападок тревоги. Однажды во время завтрака, когда солнечные лучи прорывались через окно и освещали волшебные моменты, Катя взглянула в глаза Ивана и с дрожащим голосом призналась: «Я боюсь, что меня заберут». Как будто эти слова заразили атмосферу в комнате. Иван, обняв ее, успокоил ее. «Я всегда буду рядом, не бойся. Мы вместе. Ты теперь моя семья». В один из дней социальные работники приехали для осмотра. Иван, стараясь защитить девочку, объяснял, что Катя — его семья, и просил дать ему шанс. Его слова были искренни, но работницы задавали вопросы, и их манера общения не вызывала чувства доброты. Они смотрели на девочку как на статику в полицейской отчетности, а не как на живое существо. Вернувшись домой, оба были подавлены, но понимали, что вместе они справятся со всем. Все эти испытания лишь укрепили их связь, сделав их более объединенными. Чтобы развеселить Катю, Иван решил устроить вечернюю вечеринку. Он достал старые конструкторы, которые держал в чулане с детства, включил мультфильм, который когда-то нравился ему, и приготовил горячий шоколад. Теплый аромат напитка наполнил комнату, создавая атмосферу домашнего уюта. Ночь была теплой, когда Катя прижалась к Ивану, чувствуя страх, но зная, что он и Рекс рядом. Это был момент не только физической близости, но и доверия. В ее глазах впервые за долгое время блеснуло спокойствие. Защитник и друг, кого она так искала, оказался рядом. Надежда стала ее домом. Они все вместе созидали что-то великое. Каждый новый день приносил новые возможности, и они ощутили это. Со временем в комнате Кати появились рисунки, раскрашенные маминой рукой, и мягкая игрушка — подарок от Ивана. Рекс не отходил от нее ни на шаг, охраняя ее от всех невзгод. Даже если теплые образы вновь начали затмевать тьму, он всегда оставался редактором в ее сердце. Иван научился заплетать косы и варить какао по рецепту бабушки Кати, что стало их семейной традицией. Каждый вечер они заходили в магазин за свежими продуктами, выбирая то, что будет их радовать. Под вечер они смотрели мультфильмы, порой даже засматриваясь на экране, и гуляли по парку, наслаждаясь этим новым, светлым миром. Однажды Иван получил письмо от службы опеки с официальной печатью. Читая первые строки, он замер от волнения.
Все его волнения и страхи о том, что они могут разлучиться, взлетели в воздух, оставив место для надежды. Когда Катя поняла, что он так взволнован, бросилась к нему на шею и расплакалась от счастья. Рекс, словно чувствуя, что радость наполняет все пространство, радостно залаял, как будто сказал «Ура!» за всю семью. В хороший солнечный день Катя, Иван и Рекс отправились в лесной парк. Приятный шепот деревьев и трепет трав под ногами наполняли их сердце легкостью. На большой поляне, уставившись в небо, Катя улыбалась. Ее глаза искрились от счастья. С каждым новым вдохом она ощущала, как будто невидимые нити связывают их с природой и друг с другом. Иван, глядя на ее светящееся лицо, произнес, наслаждаясь моментом: «Знаешь, Рекс искал кого-то и нашел». Катя сжала его руку крепче. Рекс сидел перед ними во весь рост, гордый и преданный, словно солдат на посту, готовый защищать своих подопечных от любого зла. В эти моменты они понимали, что вместе создали нечто большее, чем просто семью. Они построили крепкое основание, на котором будет возводиться их новый мир. На столе в их квартире стояла рамка с фото, на котором были Катя, Иван и Рекс. Счастливые лица сияли, и это изображение стало символом их новой жизни. Девочка назвала Рекса своим ангелом, а он стал для нее воплощением верности и любви. Именно этот опыт рассказал ей, что верность — это когда ты остаешься, даже когда весь мир отвернулся. Они стали друг для друга теми опорами, которые помогали держать все это величие. Теперь, зная о том, что их жизнь не будет прежней, они строили новую реальность, полную надежд, любви и новых начинаний. Каждое утро они начинали с новой страницы, и каждый день становился шагом к светлому будущему. Вместе они научились не только заботиться друг о друге, но и радоваться мелочам, которые раньше были недоступны. Вместе они стали настоящей семьей, созданной из любви, преданности и надежды.